В этом видео я покажу, как в квартире в обычной кастрюле приготовить невероятно вкусную варено-копченую утку. Коптить утку я буду на настоящем дыме на щепе для копчения. Утка, приготовленная по этому рецепту, получается с богатым приятным дымным вкусом и ароматом, а мясо настолько мягкое и нежное, что даже трудно поверить, что это утка. Итак, поехали. Для приготовления я использую охлажденную утку весом немного больше 2 кг. Перед тем, как утку засолить, ее необходимо промыть. В отличие от курицы, сальную железу из утиной гуски я вырезаю. Для простоты подсчета необходимого количества ингредиентов ставлю емкость, в которой буду солить утку, на весы. Выкладываю утку и заливаю ее водой так, чтобы вода полностью ее закрывала. Солить утку я буду мокрым посолом в течение 72 часов с добавлением сахара. Такой посол не только позволяет добиться равномерного распределения соли в продукте, но в этот период проходит также ферментация мяса, что благоприятно сказывается на его вкусовых характеристиках. Добавление сахара, помимо прочего, способствует жизнедеятельности молочно-кислых бактерий. Вследствие этого значение pH рассола сохраняется на уровне, неблагоприятном для развития гнилостных микроорганизмов. Из общего веса утки и воды рассчитываю необходимое количество соли и сахара. На 1 кг общего веса мяса и воды я беру 26 грамм морской или обычной крупной поваренной соли и 5 грамм сахара. Я использую для приготовления всегда только крупную соль, так как в нее не добавляют антислеживающий агент. Воду сливаю в кастрюлю. Высыпаю соль и сахар и довожу до кипения. Затем рассол остужаем до комнатной температуры. Заливаем им утку и ставим на 72 часа в холодильник. Один раз в сутки утку переворачиваем, а рассол перемешиваем. Через 72 часа сливаем рассол, а утку промываем. Теперь утку необходимо отварить. Беру 2 литра воды. На каждый литр воды беру 26 грамм соли. В моем случае это всего 52 грамма. Отваривать буду в течение 6 часов при температуре 65 градусов. Соль растворяю в кипятке и заливаю в воду. Если утка не сильно крупная, то отваривать ее очень удобно в мультиварке. Устанавливаю температуру на 65 градусов и время приготовления 6 часов. В предыдущем видео я показывал, как приготовить варено-копченую курицу без этапа длительного посола, отварив ее сразу в соленой воде. Аналогичным образом вы можете засолить и утку. В этом случае пропорции соли будут другими. Использовать сахар нет необходимости. В этом же видео вы можете посмотреть, какое количество соли брать для такого быстрого посола, а также как можно отварить утку в кастрюле в духовке, так же как отваривали курицу. Через 6 часов достаем утку из мультиварки, чтобы ее хорошо подсушить. Утку ставлю на подставку на сушку при комнатной температуре до образования сухой корочки на поверхности. Этап сушки продукта перед копчением является обязательным и очень важным для получения наилучшего результата. Для копчения я буду использовать 2 вида щепы – щепу ольхи и вишни. Но можно коптить и только на каком-то одном виде, который у вас есть в наличии. Я возьму 8 грамм ольховой щепы и 4 грамма вишневой. Щепы понадобится всего 12 грамм. Щепу не увлажняю, использую только и исключительно сухую. На блестящую сторону обычной пищевой фольги выкладываю щепу для копчения, накрываю вторым листом, края фольги загибаю, чтобы получился герметичный конверт. Этот конверт плотно укладываю в кастрюлю так, чтобы края образовали небольшой бортик. Этот конверт выполняет роль дымогенератора и жиросборника.
В верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаю проколы. Если вы проткнете и нижний слой, то жир и сок с продукта будет у вас попадать на дно кастрюли. Это, конечно, не критично, но старайтесь проколоть только верхний слой. Выкладывая продукт в кастрюлю, важно, чтобы он не соприкасался со стенками. У меня кастрюля относительно небольшая, и достаточно крупная утка никак не помещается, чтобы не касаться стенок. Поэтому необходимо по краям кастрюли, где она соприкасается со стенками, просто проложить фольгу. Причем сделать это так, чтобы нижний край был внутри дымогенератора жиросборника. Так жир и сок, выделяющиеся из продукта, будут стекать в наш поддон, а не на дно кастрюли. Сверху на фольгу выкладываю фильтрующий элемент, благодаря которому я очищаю дым. Это минерал, природный вулканический циолит, который из дыма забирает смолы и многие примеси. При этом в дыме остаются вещества, которые формируют богатый дымный аромат и вкус продукта. Конечно же, можно коптить и без циолита, но с ним продукт получается еще лучше и безопаснее, а смолы не пачкают подставку и кастрюлю. Для копчения я приобретаю природный вулканический циолит размером 5-10 мм для очистки воды. Утку выкладываю на подставку. В качестве подставки я использую подставку для пароварки из нержавейки. Я буду осуществлять контроль приготовления кулинарным термометром с длинным щупом для контроля температуры внутри утки, а также с коротким щупом для контроля температуры внутри кастрюли-коптильни. Термометры я взял лишь для того, чтобы вам показать, что процесс копчения в кастрюле ничем не отличается от копчения в обычной, привычной коптильне. А также вы наглядно увидите, как меняется температура на каждом этапе копчения. Щепу для копчения, циолит, подставки, а также термометры, которые я использую, вы можете приобрести на любом маркетплейсе. Ставим кастрюлю на самую большую конфорку и включаем максимальный нагрев. Дым в кастрюле у меня начинает образовываться примерно на 4-й минуте с начала нагрева. Когда температура внутри кастрюли поднялась выше 100 градусов, я выключаю нагрев. Оставляю кастрюлю без нагрева на пару минут, чтобы температура внутри кастрюли-коптильни снизилась. И переставляю кастрюлю на самую маленькую конфорку и включаю минимальный нагрев. Уже через 10 минут после начала копчения дыма внутри кастрюли не будет, но он не вышел из кастрюли, а адсорбировался на поверхности продукта. Это и есть первый основной этап или задача копчения – осадить дым на поверхность продукта. И далее у нас будет идти просто термическая обработка продукта. Я доведу температуру до 70 градусов внутри самой толстой части утки. Это грудка, в которую у меня воткнут градусник. Через час с начала нагрева температура внутри продукта поднялась до 58 градусов. Спустя 97 минут с начала копчения или нагрева температура внутри утки поднялась до 70 градусов. Я полностью выключаю нагрев. Если вы коптите на электрической плите, то можно просто переставить кастрюлю на соседнюю холодную конфорку или просто снять ее с плиты. Если вы все делаете правильно, то в процессе приготовления в квартире не будет никакой вони от дыма, но точно будет безумно приятный аромат. Утка у нас готовилась при идеальной температуре копчения. При этом и внутри продукта температура достигла идеальных значений. Это обеспечило нам с одной стороны полностью готовый продукт, а с другой стороны мясо при этом получается нежным и сочным. После выключения нагрева кастрюлю не открываем, а даем ей остыть вместе с продуктом как минимум в течение 30 минут, а лучше дождаться полного остывания. Через 2 часа с начала копчения или спустя 23 минуты после выключения нагрева температура внутри утки все еще держится в районе 70 градусов, но уже без нагрева. Даже спустя час после выключения нагрева температура внутри утки держится выше 60 градусов. Вот такая красота у нас получилась.
Дым лег равномерно, цвет насыщенный, золотистый, никакой черноты и копоти, мясо с богатым дымным ароматом. Благодаря тому, что мы положили на стенки фольгу, стенки кастрюли остались чистыми, кастрюля совсем не пострадала. При этом циолит забрал в себя все смолы и поглотил многие канцерогенные вещества. Утка настолько аппетитно пахнет, что удержаться и не съесть ее сразу после копчения очень тяжело, но необходимо побороть этот соблазн и поставить утку на выдержку не менее чем на 12 часов в холодильник или другое прохладное место. Этап выдержки очень важен, так как в этот период процесс копчения все еще продолжается. Дым теперь проникает внутрь продукта, насыщая его богатым дымным вкусом и ароматом. При выдержке происходит также распад многих продуктов дыма до абсолютно безопасных и даже полезных уксусной и муравьиной органических кислот. Утка получается очень вкусная, с богатым, приятным, дымным вкусом и ароматом, а мясо невероятно нежное. Даже трудно поверить, что это утка. До встречи, друзья!